Здравствуйте, с вами Сергей Медведский, и раз вы здесь, вы на канале Текстиль Эксперт. Сегодня мы поговорим о том, что такое пряжа. Для непрофессионалов пряжа, нить и нитки – это суть одно и то же. И люди, которые не связаны с текстилем, а даже те, кто и связаны, редко разграничивают эти понятия. Хотя на самом деле это не одно и то же, и сегодня мы разберемся, в чем разница между этими тремя словами и почему употреблять их нужно грамотно. Начнем с первого. Пряжа. Пряжа получается из волокна. Пряжу нужно спрясть. Путем скручивания волокон получается пряжа. Одно волокно – это какое-то гибкое тело малого поперечного сечения, сечение намного меньше, чем длина этой пряжи, обладающее определенной прочностью. Волокна могут быть самого разнообразного происхождения. Посмотрите, это волокно, например, хлопка, волокно шерсти, волокно льна или любое из видов химических волокон. Как видите, тоже эти волокна имеют какую-то длину и обладают определенной прочностью. Есть и специфические волокна, такие как волокно крапивы, волокно из кокоса или даже волокно из ананаса. Из всех этих волокон можно сделать пряжу. А что общего у них у всех? Общего у них то, что все они имеют определенную длину. Длина это, конечно, может изменяться в очень больших пределах в зависимости от природы волокна. Химические нити имеют совсем другое строение. Химические нити получают путем формования через фильеры какого-то специального химического раствора или расплава. Процесс этот похож на мясорубку, когда вы крутите рукоятку, и из каждой дырочки у вас выходит какая-то колбаска мясного фарша. Похоже получают и химические волокна. Я держу в руках фильеру, вот вы здесь видите на фотографии, и из одного отверстия фильеры выходит одно волокно бесконечной длины. Из второго отверстия третье, четвертое и так далее. Сколько отверстий в этой фильере, столько отсюда выйдет и волокон. Длина этих волокон бесконечна и такая, которую позволяет получить паковка с химическими нитями. 50 километров, 100 километров, 200 километров. Вот сколько можем, столько мы и намотаем на паковку. Значит, разница: пряжа из короткого волокна, химическая нить из элементарных нитей бесконечной длины. А может ли быть нить из натуральных волокон? Не только из химических, а из натуральных. Действительно может. Здесь на картинке мы видим кокон тутового шелкопряда. Если я размотаю этот кокон, то из одного кокона я получу 800, 1000 или даже 1500 метров шелковой нити. Это и есть натуральный шелк. Это тоже будет называться нитью, а не пряжей, потому что она очень большой длины. Или это может быть не натуральный шелк, а, например, паучья паутина. Теоретически, если ее размотать, то мы тоже получим такую нить. Процесс получения таких нитей из желез бабочки или паука, гусеницы вернее, тоже похож чем-то на формование химических нитей. Можно ли пряжу называть нитью? Можно. Даже определение пряжи говорится, что пряжа – это нить бесконечной длины. Некоторая тавтология, но тем не менее. Поэтому здесь никакой ошибки быть не может. Например, мы часто говорим нити основы или утка, или льняная нить. Тут никакой ошибки нету. А можно ли наоборот химическую нить называть пряжей? А вот здесь нельзя, это неправильно, потому что пряжу нужно спрясть на специальном оборудовании. Поэтому говорить пряжа из комплексных химических нитей или пряжа из шелковых нитей – это будет неправильно. Разобрались с пряжей и с нитью. А что же такое нитки? Нитка – это все-таки, мы подразумеваем, швейная нитка, а швейными нитками сшиваются детали изделий в швейном, обувном, кожгалантерейном производстве. Также они применяются для вышивания, вязания или в каких-то декоративных целях. Итак, это по сути не сырье, а это уже готовый конечный продукт, текстильный материал.
То есть нитки производят из пряжи или нитей. Это готовое изделие. Разобрались? Надеюсь, теперь вы не будете путать эти понятия: пряжа, нить и нитки. Пишите в комментариях, о чем еще интересно было бы вам послушать. Всего хорошего. Всем привет.